Наконец-то прислали приглашение. Вот с такой бумажкой от Department of Immigration. Непал становится ближе. Во вступлении я обязан хотя бы кратко рассказать вам, как мечта превратилась в идею. Зрела в моей голове 10 лет, трансформировалась, сопротивлялась обстоятельствам и, наконец, материализовалась в билеты до Катманду, ПЦР-тест и приглашение от Департамента туризма. Хотя какое это для вас имеет значение? Давайте поскорее начинать. Итак, я снова приехал в этот город в очередной раз, спустя 8 лет. Конечно, многое тут поменялось. Площадь заасфальтировали, машины помолодели, бардака стало меньше. Но Непал всегда останется Непалом. Приключения начинаются. Привет, братцы. Ситуация такая. Вчера в Катманду я пошел гулять и спросил у одного чела карту, где купить карту. Вот. Ну, конечно, он привязался, начал расспрашивать, куда я иду. И потом сказал, что у него брательник организует экспедиции, и он мне даст офигенную цену на эту экспедицию, которую я задумал. Вот, ну я поднялся к нему в офис, там в Катманду. Вот, и он давай меня лечить. Называл, конечно, он все те же цифры, типа $740 полный комплект восхождения на Мера-Пик. Вот, ну я ему сразу сказал, что меня это не устраивает. Я хочу за 500 и хочу еще пойти через перевал Амфулапчи. Мне тоже не помешало бы хорошего портера, который умеет крутить буры и ходить в кошках. Ну, короче, он мне пообещал, говорит, ну тогда и портер, и гайд будет в одном лице. Я говорю, окей. И с ним мы договорились на 1100. Вот. Я обещал вернуться в 6. Потом ко мне в хотел приехал владелец вот этого Мера Лоджа, Шангму Шерпа. Вот, и я ему говорю, ну, твое предложение уже не актуально. Мне надо за $1000. Все про все. Ну, он долго считал, писал на бумажке, думал, звонил и договорился. В итоге прислал мне сегодня ночью сообщение, что моим портером и гайдом будет какой-то чел. Ну, я сейчас уже не помню фамилию. Вот. Ну, я спокойненько прилетел в Луклу. Вот этот мужик меня встретил в аэропорту и вызвался помочь мне донести рюкзак до отеля. В общем, приходим мы в этот отель, а этот парень, который типа мой портер-гайд, он даже не был ни разу ни в стороне Мера-Пика, а Амфулапчи вообще не слышал. Вот, по-английски знает меньше, чем я. Вот. Ну, давай мы звонить этому Шангму Шерпа и говорить, что так не пойдет. Вот. И в итоге, после длительных переговоров, вот мы договорились с этим мужиком. Сейчас я его имя не произнесу, чтобы он не оборачивался и меня не ждал. Он меня проводил в свой уютный домик.
отслужил там пуджу, вернее, жена его отслужила. Собрал все вещи, ботинки, кошки, ну не кошки, там спайки, такие шипы на ботинки, ну и все прочее. Спальный мешок большой. И все, и теперь мы идем. Надеюсь, все у нас не будет чики-пуки. Так что смотрите, куда нас занесет нелегкая в этом походе. It's dog, go be fast to Mera Peak. Yeah. Действительно, голова идет кругом от всех тех проблем, которые надо решить перед началом трека. Но вот, наконец-то, я на тропе, и теперь можно расслабиться, вернее, разгрузить голову. Наслаждаться легкой нагрузкой, надеюсь, мой рюкзак не будет тяжелее 20 кг. Отключиться от цифровых проблем, тут у меня нет ни связи, ни тем более интернета. И созерцать незнакомые места, я тут впервые. His name Deurali. It's dirty. Yeah, Deurali. It's like a pass. Yeah. Tomorrow are very difficult. Затравала пас. Айс. Yeah, ice. Трек на Мера Пик идет по направлению на юг, в отличие от всех популярных маршрутов к Эвересту или озерам Гокио, на которых я уже был 10 лет назад. Мера трек проходит по более диким местам. Там нет караванов с яками и толп туристов. Сегодня 19 марта. По всем меркам не сезон для этого трека. К тому же пандемия внесла свои коррективы. Намасте. В первом же чайном домике Уанчо, так зовут моего нового портера и гида, узнает, что в Чутанге, где мы планировали встать на ночевку, все лоджии закрыты и никого нет. How much? They 20 rupees this na. 20 rupees. Okay. Ah, masih dia yo nya kontak ki go ma yo am da da. Chili. Chili. It's good. To cook it. Ina lu go. Di dia melalui na. Lo hai. So yo se tu. That's enough? Окей. Итак, нам пришлось купить еду, потому что сегодня отели закрыты. Garlic. Cookie sa ru bok masaki? No, no. Garlic. We have. Идем по сказочному лесу. Путь до Чутанги несложный. 3 часа ходу с небольшим набором высоты 600 метров. В самый раз первый день не напрягаться. Хотя если сравнивать с противоположным треком в район Эвереста, в нем высота 3400 набирается только в Намче-Базаре на второй день. Набрали 3300 по высоте, и тут какое-то райское местечко расположено. Неужели это Чутанга? What is this? Chutanga. Oh, Chutanga. No. It's a Thukding in the Chutanga. 1 hour, maybe 1 hour. 1 hour 1 hour. to Chutanga. Yeah. It's a Okay. Thukding.
Tukding. Тук? Tukding. Tukdin. In the Chutanga. Okay. Okay, rest and go. Yeah. Вы, наверное, спросите, а что это у тебя за баул 25 килограмм? Ах да, я же не рассказал вам, как мечта превратилась в идею. Но эта история длинная, поэтому кратко скажу, что после Мера Пика у нас запланирована автономка дня на 3, да и на Меру хочется сходить со своим снаряжением. Поэтому в бауле палатка, железо, ботинки и 1,5 килограмма жратвы. Плюс вещи Уанчу мы немного распределили между моим рюкзаком и баулом, ведь баул не резиновый. Would you like try Yeah. my tea? Oh. It's called Yeah. Ivan tea. Okay, thank you. This tea planted in Russia. Oh. Oh, thank you, thank you. Thank you. Thank you is Nepali Sherpa Tuje. Туча. Yeah, Tuje. Thank you. It's good? Good. Tea. Yeah. Good tea. Good, good, very good. Russian tea. Иван чай. Иван чай, он Russian. On Russian. Кайф. Thank you. No wind. Yeah. Вот это, походу, Чутанга. Потому что высота уже 3455 по моим часам. Прекрасный отель. Но все закрыто. Придется ставить палатку. Вот так вот здешние хозяева живут в Лукле. Когда видят, что кто-то идет наверх, спрашивают, будешь ли ты ночевать в лодже. Если да, бегут бегом и готовят тебе ночлег и пищу. It is Chutanga. Yeah, Chutanga. We'll put tent here. Yeah, only 10 and no open. Красота. It's beautiful. Yeah. Ночевка в палатке в Чутанге не была запланирована. Но когда у тебя есть палатка, ты становишься более свободным. Not far. Yeah. Put garlic. Yeah, garlic And and soup. chili and soup. Ложка была одна, но Уанчу прекрасно справился палочками, изготовленными из подручных средств. Ну вот такая она, Чутанга. Одинокий лодж в долине. Вечером произошло два события. Пока мы любовались окрестностями, ворона залезла под тент нашей палатки и украла один доширак. Да и хрен бы с ним, пусть подавится. What did the crown stole? Yeah, one in the eating. One? Yeah. Only one. It's delicious. Но когда стемнело, у Анчу поступил звонок, мол, на маршруте кроме вас никого нет.
и нам невыгодно работать. До свидания. Это означало, что на 2 дня пути впереди нет ни ночлега, ни пищи. Хорошо, что я был запасливым и привез из России перекусы. Поэтому предложение своего шерпы сбегать в Луклу за хавчиком отверг. Протянем как-нибудь 2 дня на одной пачке доширака, ореховых смесях и иван-чае айдига. Короче, мы пойдем на одной на одних снеках. Ладно, что делать? Стемнело. Ночь тут длинная. Темнеет в 6:30, светает в 5:30. Лежу, вспоминаю, как я попал сюда. Кажется, прошла целая жизнь. В самолете летели с Тарасом Поздним, владельцем горного клуба «Кулуар» и одноименного канала на Ютьюбе. Всем привет! В Непале обычно встречаешь классных пацанов, которые болеют горами. Вот вчера летели с Тарасом Поздним. У него есть одноименный канал на Ютьюбе. Подписывайтесь. Скоро пойдет на охоту, будет интересно. Да, всем здорово. Буду благодарен вашей поддержке. С Димой вот тоже в Непале как раз развиртуализировались. А то обычно в Фейсбуке знакомишься, прилетаешь в Непал, а сюда слетаются все люди, которые любят горы. Тут вы уже знакомитесь вживую. Следите за новостями. И всем Непал, да. День в Катманду пролетел стремительно, о чем я уже рассказывал. Утром билеты у меня были на самый первый рейс в 6:15. Почему так рано? Всегда стараюсь брать на первые рейсы, потому что погода, как правило, утром хорошая. Потом небо над Луклой может затянуть облаками. Чтобы не повторять 3-дневное зависание в аэропорту 10-летней давности, покупаю ранние билеты. Аэропорт пустой. Сравните, что было в это же время в 2011 году. Погрузка багажа, заправка топливом. Пилоту обязательно нужно попинать по колесу. Посадка. Для кого-то это волнительный момент. Для кого-то 35 минут страха, для меня обыденность. Жаль только, что не удалось сесть слева. Хотя горы еще в дымке и снимать особо нечего. Вот осенью или в конце апреля другое дело. Самолеты те же, что и в 2011. Постарели только. Обновление парка не предвидится. Садимся, ветром сдувает птичку, но все благополучно. Thank you. Bye-bye. Народ высыпает на взлетное поле и начинает снимать. Прибыли, полегчало. Кстати, аэропорт в Лукле в своем роде уникальный авиационный объект. Он был построен в 1964 году на средства первого покорителя Эвереста Эдмунда Хиллари. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 527 метров расположена под углом 12 градусов и заканчивается пропастью глубиной 700 метров. До 2001 года взлетно-посадочная полоса даже не была заасфальтирована. На выходе из аэропорта, как обычно, подошли несколько портеров и, видя, что кроме рюкзака я несу большой баул, предложили свои услуги. Я выбрал немолодого непальца и дал ему 200 рупий за транспортировку баула до отеля North Face. Дальше вы знаете. Ну вот мы и в Лукле. Народу никого. Прилетели первым рейсом.
Видимо, с туристами после пандемии не густо. Народ по прилету в Луклу обычно бывает впечатлен или ошарашен. И я тоже на этот раз был слегка ошарашен тем, как развалился мой стройный и, главное, дешевый план похода. Oh, it's fine. It's very good. Но тут же, благодаря случайности, родился новый, основательный, с пуджей, высотными ботинками и кошками, спальником лучше, чем у меня, солнцезащитными очками и прочими альпинистскими атрибутами, оказавшимися под кроватью у Портера. Мой гид пригласил меня в свой дом. И здесь вот так красиво. И уютно. Горит печка. И он сейчас собирается идти на Амфулапча и на Мерапик. Пожелайте нам удачи. Уанчу, так звали моего нового знакомого, проявил верх гостеприимства. Познакомил с семьей, угостил чаем, любезно показал свое жилище. Я подарил младшему сыну голову Ленина и несколько лего-человечков. Need a friend for him. Yeah? Yes. Okay, just a moment. Всегда беру с собой в Непал какие-нибудь нетяжелые подарочки для детишек. You go to school? Yes. That's good. It's puja. Puja. Good luck. Like yeah. a puja. You're walking, it's good luck. Долбат. Dalbat. Долбат. Dalbat. Уанчу основательно пообедал перед дальней дорогой, и мы, купив маленький баллон газа за 1000 рупий, отправились в путь. In our country is traditional to sit before go. Короче, присядем на дорожку, чтобы была у нас удача, погода, good luck, good weather. Yeah. And good weather, good luck, and a good today in the Chutanga, Yes. and after tomorrow, Okay. Chatra. Ну ладно, пошли. Вот так все получилось. Мы на треке. Гармония в душе. Засыпаю. Уанчу не храпит. И в этом мне попался отличный попутчик.